Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. В прошлых видео, где мы конструировали наш диван и выбирали колесные опоры, я допустил небольшую ошибку. Колесная опора, которую мы выбрали, имеет допустимую нагрузку 6 килограмм. То есть это неправильно, и на самом деле это очень плохо. Есть опора побольше диаметром колеса, но у нее также допустимая нагрузка 10 килограмм. Для дивана это не годится, потому что само сиденье будет весить, имеет свой собственный вес, и плюс еще вы будете сидеть. То есть это вес человека может быть 100 килограмм спокойно. И 4 колеса — это всего нагрузка допустимая 40 килограмм. Это как бы мало. Поэтому была выбрана другая колесная опора. И из каталога Акуловки здесь максимальная нагрузка 25 килограмм. В принципе, на одно посадочное место это нормально. 100 килограмм. Всяко лучше, чем 40. Или 24. Так что давайте мы спроектируем вот эту опору. И в дальнейшем потом, в следующих видео, я переделаю каркас нашего сидения и бельевого ящика под эти опоры, но уже с другими колесными опорами. Что от нас потребуется потом? Поскольку там высота будет выше, нам нужно эту планку убрать наверх. А если мы возьмем ящик, извините, что так, то в ящике нам придется опустить эту направляющую еще ниже. Это, в принципе, те изменения, которые особо не затронут наш каркас целиком. Еще раз посмотрим на нашу опору. Наша опора имеет диаметр колеса 42 мм, высоту 46,5, ширину по металлу 22 мм, толщина стенки металла 1,5 сантиметра. Запомним и приступим. Переходим в создание детали и создадим прямоугольник 22 на 60. Отцентрируем по точке координат, по начальной точке координат. Добавим отрезок 3,5. Дальше введем наверх, вниз и сюда. Точно так же сделаем снизу. Сделаем зависимость горизонтальности наших точек здесь и здесь. Зависимость вертикальности поставим к центру нашей координат. Добавим угловой размер 135 миллиметров и поставим сопряжение вот этих углов 7,5 миллиметров. Принимаем эскиз. Теперь преобразователь листовой металл. Параметры по умолчанию в миллиметры. Толщина правила 1,5 миллиметра. И выбираем грань. Все три части. Применить. Отмена. Дальше сделаем эскиз видимым.
общий доступ к эскизу. Перейдем к фальцеванию. Выберем нашу грань на эскизе. Сменим сторону. Поставим конец сгиба. Угол фальцевания по линии 90 градусов. Радиус сгибки 0,75. Применить. Дальше сделаем точно такой же сгиб с другой стороны. Фальцевание. Выбираем нашу грань. Развернем в обратную сторону. Конец сгиба. Применить. Теперь эскиз можно скрыть. Вот мы получили нашу обоймочку для колеса. И теперь нам следует сделать отверстие здесь и отверстие крепления с этой стороны. Давайте сначала сделаем отверстие здесь. Нажмем начать эскиз, выберем эту плоскость. Поставим две точки. Выставим размеры. Значит, выставим здесь 48. Давайте сразу здесь поставим еще один размер. Просто разделим это пополам. И сделаем зависимость горизонтальности. Принять. Переходим в 3D модель, отверстие. И здесь устанавливаем 5,5. Все, наше отверстие для крепления колеса готовы. Нам еще требуется сделать отверстие под ось колеса. Начать эскиз, выбираем эту плоскость, поставим точку и от верхней плоскости установим сюда размер 25,5 миллиметров и сделаем зависимость вертикальности. Принять. Ось, скорее всего, у нас 6 миллиметров. Все. Наша основа для колесной опоры готова. Можем сохранить. Основа колесной опоры. Основа КО. Можно еще 512 добавить. Закроем. Создадим ось. Ось создается совсем легко. Можно сделать просто отрезками. Здесь установить размер 3. Этим точкам задать горизонтальную привязку, зависимость. Здесь установить размер 3,5. Здесь установим размер 1 миллиметр. И саму ось поставим 20. Давайте еще создадим зависимость точек центральных. Добавим еще к нашему эскизу еще один отрезок.
и сделаем его осевым. Теперь создадим вращение. Все, нажимаем ОК. Все, вот наша ось готова. Жмем на файл, сохранить как ось. Закроем нашу ось, создадим сборку, ставим наши созданные детали. Основа у нас уже является базовой. Сделаем соединение нашей основы с нашей осью. Как мы видим, у нас развернулось в другую сторону, поэтому сделаем обратить компонент, жмем применить. Мы видим, что у нас здесь расстояние 22, а мы здесь сделали расстояние 20. Поэтому давайте сейчас поправим. Зайдем в нашу ось и в эскизе поставим 22. Принять. Вот наша основа и наша ось. Нам осталось сделать только колесо. Можем оставить сборку открытой, зайти в детали. Это можно сделать двумя способами. Либо сделать просто колесо без всяких украшательств, либо это сделать как вот здесь. Давайте просто сделаем просто колесо без каких-либо украшательств. Файл, сохранить как колесо. И сюда добавим наше колесо и сделаем соединение нашего колеса с основой. Зазор давайте поставим в 1 мм и жмем применить. То есть для 3D, чтобы понять, как у нас это все будет располагаться, этого достаточно. Если вы хотите сделать его покрасивее, то можно, конечно, колесо сделать немного по-другому. Давайте создадим другое колесо. Только мы будем создавать уже его в сборке. Сборка. Создать ступица колеса. Создаем ступицу. Внутренний диаметр 6. Еще один диаметр 10. Еще один бортик сделаем 24. И сделаем 30. Жмем ОК. Начинаем выдавливать. Принять эскиз, 3D модель, выдавливание. Сначала выделим центральную, сделаем в обе стороны, диаметр 17. Окей. Дальше эскиз сделаем видимым, общий доступ. Опять же сделаем выдавливание в обе стороны, ну и здесь поставим 4. Еще раз выдавливание, выверим это, в обе стороны 17. И теперь еще раз нажмем создать эскиз,
выберем плоскость, на которой мы создавали, и сделаем прямоугольник. Только прямоугольник обычный. Здесь можно разрезать деталь, чтобы нам было видно наш с вами прямоугольник. Создадим зависимость горизонтальности, проставим размеры, толщину выставим в 2 миллиметра. Здесь от центра поставим 5 миллиметров, нет, 4,5. Вот это просто поставим 8. Принять эскиз, сдадим выдавливание. В обе стороны симметрично и поставим 15. Да, наверное, так. Окей. Теперь наше выдавливание. Нашему выдавливанию сделаем круговой массив. Элемент у нас уже выбран. Ось вращения поставим так. Количество, честно, не знаю. Ну, наверное, 6. Наверное, есть. Окей. Вот создано наше колесо. Теперь эскиз можно отключить. И наши ступицы сделать черный цвет. Может быть, чуть-чуть посветлее. Гладкая черная, вот такая. Давайте. Так, нажмем возврат. Создать обод колеса. Да, так называется вроде. Переходим в плоскость и создаем окружность 42 миллиметра и проецируем просто окружность от нашей предыдущей ступицы и выделяем нашу окружность и здесь убираем вспомогательная геометрия, чтобы наша геометрия была линией. Принять эскиз и выдавливание выбираем в обе стороны 17 миллиметров. Нейлон. Давайте поставим нейлон. Возврат. И давайте еще создадим небольшое сопряжение в 1 миллиметр. Все, вот оно, наше колесо создано. И сохраним наше колесо. Перейдем обратно в сборку. И это колесо можно заменить. Компонент заменить. Взаимосвязи мы эти, соответственно, убираем. Вот. И делаем новую взаимосвязь. Зависимость. Не зависимость, а соединение. Зазор -1. Так,
Эскиз мы здесь выключаем. И вот оно, наше колесо. Наше колесо готово. Оно у нас крутится. Все, опять же, да, это не так на самом деле сложно. Здесь можно задать, опять же, что это у нас там, сталь. Это тоже нужно поставить. Это у нас сталь. Все. Колесо готово. Давайте сохраним колесо. Файл. Сохранить как. И напишем сразу колесная опора 512 R. Сохранить. Да, для всех. Окей. Проверим нашу колесную опору. Зайдем в чертеж. Базовый. И поставим нашу опору и проставим размеры. 22, 46,5, 42 диаметр колеса, 5,5 отверстия. Все готово. Ну, там где что здесь серое, у нас желтенький. Ну, ничего страшного. Все, на этом закончим. В следующем видео я переделаю ящик и наше сиденье. Так что всем удачи и пока. И не забываем подписываться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И если вам что-то понравилось или не понравилось, пишите в комментариях. Всем удачи и пока.